Говорят, что мир полон загадок, но история этого выдающегося изобретателя особенно захватывающая. В начале 20 века, когда технологии только начинали формировать наш современный образ жизни, появился человек, чьи идеи значительно опережали свое время. Он был известен своими революционными открытиями в области беспроводной передачи энергии и беспилотных летательных аппаратов. Однако, словно по воле судьбы, этот человек внезапно исчез, оставив после себя волну догадок и интриг. Будучи еще молодым человеком, этот новатор сделал первые шаги в том, что мы сегодня называем беспроводной передачей энергии. Говорили, что в его лаборатории часто появлялись странные устройства, сверкающие загадочными огнями. Неудивительно, что многие буквально называли его волшебником. Однако, несмотря на свою популярность и достижения, однажды он просто исчез без следа. Ходили слухи, от похищения до добровольного ухода в тень, чтобы продолжить эксперименты в одиночестве. Были ли у него враги? Возможно. Его открытия могли бы перевернуть устоявшийся мир технологий и затронуть интересы крупных корпораций. Никаких доказательств его исчезновения так и не было найдено, а поиски, казалось, охватили весь мир. Семья, друзья и сообщество изобретателей были потрясены. Он оставил после себя незавершенные проекты, которые еще долгие годы вызывали споры и восхищение среди инженеров и ученых. Шло время, и память о нем постепенно угасала. Но кто может сказать, что он действительно исчез навсегда? Возможно, где-то в отдаленном месте он продолжал свои эксперименты, ожидая подходящего момента для возвращения. В следующей части мы узнаем больше о его уникальных изобретениях, которые навсегда изменили представление о будущем. Лаборатория изобретателя была местом, полным тайн и невероятных устройств, о которых современники могли только догадываться. Трудно было поверить, что в начале 20 века кто-то мог разрабатывать системы беспроводной передачи энергии. Тем не менее, наш герой работал неустанно, и его мечты об электромагнитных волнах, способных передавать энергию, начали воплощаться в реальные прототипы. Эти устройства, оснащенные необычными антеннами и катушками, вызывали восхищение у коллег, но также внушали тревогу тем, кто опасался радикальных перемен. Среди его самых обсуждаемых творений были беспилотные летательные аппараты. Представьте себе, в эпоху, когда самолеты только начинали покорять небо, он уже разрабатывал технологии, которые могли использовать беспроводную энергию для управления машинами. Говорили, что некоторые его эксперименты с беспилотными системами были настолько поразительными, что очевидцы сравнивали его работу с магией. Даже спустя 100 лет его патенты и чертежи остаются предметом изучения и восхищения. Они заложили основу для последующих технологических достижений, о которых мы даже не подозреваем, хотя многие из них до сих пор не воплощены в жизнь. Возможно, именно сложность и масштабность его проектов стали причиной его исчезновения, а может быть, это было сделано намеренно, чтобы защитить свои идеи от тех, кто боялся перемен. Впереди нас ждет еще больше открытий, как его идеи и изобретения оставались скрытыми от мира так долго, и что было найдено в загадочных местах, где прятался этот гений. Поиски нашего изобретателя начались сразу после его исчезновения, но растянулись на десятилетия. Различные группы исследователей пытались разгадать его тайну. В его лаборатории они обнаружили множество незавершенных чертежей и прототипов, словно сама судьба оставила подсказки для будущих поколений. Некоторые из его работ были изучены вдоль и поперек, но истинный смысл определенных идей так и остался скрытым. Это только подогревало интерес искателей, как ученых, так и просто любопытных. Со временем поиски приняли форму полномасштабных экспедиций. Они отправлялись в самые отдаленные уголки планеты, пытаясь найти следы нашего героя. Его записные книжки и личные письма были тщательно изучены, что дало новые зацепки. Появились теории, что он использовал скрытые лаборатории под землей или в горах, чтобы продолжать свои эксперименты. Но всегда оставалась тень сомнения. Мог ли кто-то действительно выжить так долго в полной изоляции? Интересно, что его работы повлияли на целое поколение изобретателей. Даже десятилетия спустя после его исчезновения идеи, заложенные в его чертежах, продолжают вдохновлять и находят отражение в современных технологиях. Многие проекты, задуманные им, были реализованы лишь к концу 20 века. Это создавало впечатление, что, несмотря на его отсутствие, его дух все еще присутствует в мире технологий. Но что же именно осталось от этого гения и как его следы вновь всплыли на поверхность? Впереди загадочные находки, которые пролили новый свет на его судьбу и подтвердили невероятные подозрения.
Когда одна экспедиция наткнулась на сеть неизведанных пещер в отдаленном горном массиве, никто не мог представить себе, какие тайны они скрывают. Исследователи обнаружили не только следы человеческого присутствия, но и невероятные устройства, явно сделанные вручную. Сломанные инструменты со странными символами и узорами, напоминающими чертежи из лаборатории исчезнувшего изобретателя, вызывали благоговейный трепет. Глубже в пещере след привел к чему-то еще более поразительному – целому лагерю с остатками оборудования, которое, несмотря на свой возраст, несло в себе отголоски гениальных идей. В самом сердце пещеры исследователи наткнулись на странные устройства, напоминающие антенны из его экспериментов с беспроводной связью. Было очевидно, что здесь велась активная работа. Казалось, будто время остановилось. Все выглядело так, словно человек ушел отсюда только вчера. Но что привело его сюда? И почему этот гений выбрал такое уединенное место для своих исследований? Ответы были ближе, чем кто-либо мог подумать. На одной из стен пещеры были обнаружены нацарапанные схемы и формулы, которые никто не смог расшифровать. Эти замысловатые рисунки стали настоящим сокровищем для ученых, пытавшихся понять их смысл. Больше всего поражало то, что среди этих каракуль угадывались знакомые черты его почерка. Казалось, он не только обосновался здесь, но и продолжал свои эксперименты в полной изоляции. Каждая улика, найденная в пещере, раскрывала все больше подробностей о жизни изобретателя во время его исчезновения. Обнаруженные там следы свидетельствовали о несгибаемой решимости человека, посвятившего свою жизнь науке. Величайшие умы пытались разгадать оставшиеся тайны его пребывания здесь, ведь казалось, что изобретатель открыл нечто, скрытое даже от современных ученых. Какие еще секреты таились в этих темных глубинах? Ответы на эти вопросы подготовили бы нас к следующей встрече с прошлым. Этот день запомнится как один из самых неожиданных в истории. Спустя десятилетия после его исчезновения нашего изобретателя нашли живым. Он стоял перед исследователями, словно призрачная фигура, вернувшаяся из прошлого. Его лицо было изможденным, но в глазах по-прежнему горел тот же огонь, что когда-то питал его амбиции. Мало кто мог поверить своим глазам. Как человек мог выжить в полной изоляции так долго? По словам изобретателя, годы, проведенные в пещере, были посвящены беспрерывным экспериментам. Он объяснил, что пещера оказалась уникальным местом для научной работы, свободным от внешнего вмешательства. Все это время он совершенствовал свои идеи, отмечая, что каждое открытие в пещере, включая странные антенны и настенные схемы, было частью его работы над беспроводной энергией и другими изобретениями. Исследователи были поражены. Как ему удалось выжить без доступа к внешним ресурсам? Секрет был прост. В пещере были подземные источники воды и съедобные растения, которые стали основой его выживания. Более того, изобретатель значительно продвинул свои изобретения, используя навыки, приобретенные за годы изоляции. Он разработал способы преобразования природных ресурсов в энергию, овладев методами, о которых современный мир мог только мечтать. Это открытие навсегда изменило представление о возможностях человеческого разума и способности выживать. Однако, как выяснилось, изобретатель вовсе не собирался держать свои секреты в тайне. Он был готов поделиться своими знаниями с миром, надеясь, что его открытия помогут направить цивилизацию на новый путь. Мир затаил дыхание в ожидании того, что будет дальше, но величайшие откровения были еще впереди, и история его невероятного возвращения только начиналась. В изолированном мире подземной пещеры наш изобретатель не просто выживал, он творил. Его дни были наполнены работой, направленной на расширение границ человеческого понимания. Оставшись один, он сосредоточил все свои усилия на совершенствовании технологий, о которых когда-то только мечтал. Именно здесь, среди каменных стен, его гениальные идеи начали обретать новую форму. Используя местные ресурсы, он построил миниатюрные лаборатории из подручных материалов, где продолжал свои исследования. Беспроводная энергия, его великая страсть, стала его главным приоритетом. Он использовал природные минералы и магнитные поля, чтобы разработать новые способы передачи энергии без проводов. Каждый день приносил ему новые открытия. Изобретатель создал собственную систему, способную генерировать электричество из окружающей среды, применяя законы физики, которые он усовершенствовал в своем уединенном мире. Все это время он вел тщательные записи, оставаясь преданным своей миссии, несмотря на трудности. Он также не забыл о своих проектах беспилотных летательных аппаратов. С ограниченными ресурсами изобретатель сумел создать прототипы, которые могли использовать уникальную энергию его разработки.
Эти аппараты, примитивные по современным меркам, были революционными по-своему. Они доказали, что его мечта о будущем, где машины движутся свободно, без проводов и топлива, гораздо более достижима, чем казалось раньше. Каждый новый эксперимент приносил невероятные результаты, показывая, как далеко может зайти человек, обладая знаниями и решимостью. Исследования нашего героя продолжались из года в год, и каждый новый успех лишь подтверждал величие его ума. Он не только сохранил свои знания в дикой природе, но и развил их так, как мог только человек, движимый неутолимой страстью и жаждой открытий. Прошло 100 лет, и наш мир стал совершенно другим. Технологический прогресс достиг невообразимых высот. Изобретения, о которых в начале 20 века только мечтали, стали частью повседневной жизни. Однако изолированный изобретатель и не подозревал о масштабах этих изменений. Он стоял перед заснеженными вершинами цивилизации, полной технологий, которые, возможно, были вдохновлены его собственными идеями. Сотовая связь, беспилотные автомобили и возобновляемая энергия – все это воплощение его давних мечтаний. Он был поражен, осознав, что работа, которую он когда-то оставил в своей лаборатории, не пропала даром. Сначала его поразила мощь технологий, которые теперь использовались в промышленности и повседневной жизни. Но с каждым новым открытием он все больше понимал, что его гениальные идеи не просто выжили, они стали катализаторами новых открытий. Наблюдая за повседневной жизнью людей, он видел, что в современных технологиях отражаются не только его изобретения, но и заложенные им принципы. Беспроводная передача энергии, когда-то встреченная с недоумением и сопротивлением, стала обыденным явлением. Однако, как обнаружил изобретатель, многие из экспериментов, которые он когда-то разрабатывал в одиночестве, могли бы дать еще больше. Современные ученые, в том числе и те, кого интересовала его пропажа, восхищались глубиной его понимания физики, проявленной в пещерах. Особенно впечатляющими были его идеи по использованию природных ресурсов для преобразования энергии, что стало достойным вкладом в развитие альтернативной энергетики. Изобретатель понимал, что его опыт может дать ответы на многие современные вызовы. Он был готов поделиться своими знаниями и открытиями, стремясь не только поразить мир, но и помочь решить проблемы новой эпохи. Тайны, которые он тщательно оберегал, были готовы изменить мир, открывая новые горизонты для человечества, а его возвращение ознаменовало новую главу в истории науки. Вскоре после возвращения изобретателя мир потрясло нечто невероятное. Его изобретения и идеи, долгое время считавшиеся утраченными, внезапно стали доступны широкой публике. Ученые, инженеры и технические энтузиасты со всего мира начали изучать его записи и чертежи, пытаясь разгадать гениальные идеи, скрытые в пещерах. Особый интерес вызвали его разработки в области беспроводной передачи энергии и автономных летательных аппаратов. Открытия, которых он достиг в изоляции, теперь могли преобразить различные технологии. Семинары и конференции по всему миру с нетерпением ждали появления изобретателя. Он рассказывал о своих методах и экспериментах с такой страстью, что вдохновил новое поколение исследователей. Его демонстрации наглядно показывали, как природные ресурсы могут использоваться не только для выживания, но и для достижения энергетической независимости. То, что раньше считалось невозможным, теперь становилось реальностью. Мир был поражен, узнав, что некоторые из его экспериментов значительно превосходили современные технологии. Использование природных магнитных полей и минералов пещеры для выработки энергии без ископаемого топлива захватило воображение всех. Эти знания открыли новую эру исследований возобновляемых источников энергии, став значительным шагом вперед в решении глобальных энергетических кризисов. Возвращение изобретателя стало сенсацией не только в научном сообществе, но и во всем обществе. Доказательства его работы подтвердили, что идеи, которые он вынашивал в одиночестве столько лет, были не фантазией, а реальностью. Эти открытия могли навсегда изменить подход человечества к науке и технологиям, открывая путь для дальнейших инноваций. Секреты, которые наш герой сохранил, открыли бесчисленное множество неожиданных путей для технологического прогресса, и теперь, благодаря ему, человечество было готово сделать новый шаг в будущее. Секреты изобретателя, ускользнувшего от времени, поразили ученых и привели к настоящей технологической революции. Сразу после возвращения он стал центром внимания, а его записи и чертежи привлекли исследователей со всего мира.
Его прорывы в области беспроводной передачи энергии и автономных летательных аппаратов стали главными темами обсуждения и изучения. Разработки, которые он завершил в изоляции, теперь обладали потенциалом преобразовать современные технологии и принципы их использования. Обнародованные данные вызвали настоящий восторг в научных кругах. Исследователи стремились овладеть его методами использования природных ресурсов для выработки энергии. Изобретатель щедро делился своими открытиями, проводя семинары и лекции, на которых демонстрировал возможности бесконтактной передачи энергии. Его методы оказались не только эффективными, но и экологически безопасными, что делало их особенно актуальными в эпоху борьбы с загрязнением окружающей среды. Особое внимание привлекли его эксперименты с природными магнитными полями и минералами, которые он использовал для создания энергии без ископаемого топлива. Эти инновации стали значительным прорывом в области возобновляемой энергетики. Первые результаты показали, что эти новые технологии могут не только снизить энергетическую зависимость, но и радикально изменить подход человечества к потреблению энергии. Внезапное возвращение изобретателя стало не только сенсацией, но и началом новой эры в науке и технике. Его открытия вдохновили новую волну исследователей на разработку еще более амбициозных проектов. Ведомый неутолимой жаждой знаний, он стал катализатором смены парадигмы в науке. Секреты, которые он так долго хранил, теперь открыли безграничные горизонты для дальнейшего развития человечества.